Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, как же правильно встретить год дракона, что должно быть на праздничном столе, какой подарок подарить, а также что одеть для того, чтобы привлечь в 2024 году изобилие, достаток и благополучие. Итак, друзья, давайте вместе с вами будем во всем этом разбираться. Итак, 2024 год, друзья, у нас он с вами высокосный год, а также это год зеленого деревянного дракона. Обращаем ваше внимание, что этот год, он будет особенный для нас всех, поэтому очень важно, чтобы каждый из нас подготовился к этому году, а для этого нужно выполнить определенные простые правила, которые, что немаловажно, вы все знаете, но почему-то время от времени забываете, игнорируете. И вы знаете, это нормально, потому что у каждого живет какой-то своей жизнью, у каждого есть свои какие-то рабочие моменты, вопросы, которые нужно решать. Поэтому давайте мы проговорим для того, чтобы для вас было удобнее и легче правильно встретить и подготовиться к году дракона. Также обращаем ваше внимание на то, что год и хоть и высокосный, но он еще и особенный, потому что в этом году у нас с вами очень много происходить будет перемен в жизни. Не только каждого человека, но и каждой страны, каждого региона и даже нашей планеты Земля. Поэтому, если вы видите какие-то изменения, а вы их точно увидите, даже если вы знаете о том, что вас это не коснется, знайте, коснется и вас, и вы будете очень сильно удивлены, потому что многие люди хотят планировать, это нормально, хотят, чтобы была стабильность и так далее, но вы знаете, ближайшие 3, 5, а то и 10 лет, к сожалению, не будут таковыми являться. И поэтому мы уже говорили в нашем закрытом чате о том, что нужно на ближайшие годы научиться жить, и все ваши материальные вещи должны быть сложены буквально в одну дорожную сумку. И чем она будет меньше, тем будет лучше для вас. Потому что то, что будет происходить в мире, мы вас не пугаем, обращаем ваше внимание, принимайте это с радостью, с благодарностью и ни в коем случае не несите негатив. Даже если вам не нравится то, что происходит, к сожалению, таким образом люди просыпаются. А те, кто не просыпается, соответствующе проходят те или иные события. Но давайте с вами вернемся к нашему новому 2024 году. Какие же блюда не стоит ставить на новогодний стол при встрече Нового года? И первое, очень важно, нужно понимать и то, что ни в коем случае у вас на вашем праздничном столе не должно быть крольчатины, ни в коем случае не должно быть зайчатины и не должно быть курятины. Обратите на это особое внимание. Кроме того, из мяса не должно быть никаких полуфабрикатов и замороженного, и также всевозможных консервов. Это ни к чему хорошему не приведет. Также, к сожалению, в год дракона не стоит готовить блюда на открытом огне. Таким образом, вы привлечете гнев, ненависть, злость со стороны хозяина следующего года, и это может привести к не очень хорошим последствиям. Поэтому все-таки подумайте об этом. Также дракон не любит жирные и острые блюда. Обращайте внимание, что из специй ни в коем случае в ваших блюдах не должно быть белого перца. Также не стоит использовать при приготовлении новогодних блюд использовать алкоголь. Вот вообще никакой алкоголь не используйте. Кто-то любит мариновать даже мясо, например, в вине в эту новогоднюю ночь. И вообще при приготовлении к празднику не стоит. Также обращаем ваше внимание, ни в коем случае не должно быть и десертов, которые именно жирные. Что это может быть? Ну, например, сливочное масло, это сгущенка, это сливки. Этого ни в коем случае не должно быть. Из фруктов ни в коем случае не должно быть киви. Теперь давайте поговорим о том, какие блюда привлекут удачу, изобилие и достаток в следующем 2024 году. Как вы уже поняли, главным блюдом должно быть мясо. Очень хорошо, если на праздничном новогоднем столе у вас будет несколько блюд. Ну, например, вы что-то пожарите,
добавите, что-то потушите, потому что все-таки дракон, хоть это и мифическое животное, но он любит изобилие. Обратите на это внимание. Также подумайте о том, возможно, вам стоит что-то приготовить из риса. Его, кстати, можно подать как гарнир. И вы знаете, рис вообще все времена всегда считался символом достатка и благополучия в доме. Также не забывайте и о морепродуктах и рыбе. Помните о том, что на столе должно быть разнообразие блюд. Подумайте о том, что вы любите, что любит ваша семья, и обязательно приготовьте это в новогоднюю ночь. Ну и, конечно же, не забудьте приготовить красивую фруктовую тарелку. Конечно же, вы можете купить какие-то экзотические фрукты. Это может быть и ананас, личи, папайя, манго. Конечно же, в каждом регионе не всегда есть эти фрукты, поэтому обязательно уделите внимание апельсинкам, мандаринам, возможно, несколько долек лимона поставить, как говорится, чтобы все чувствовали кислинку. И вот это таким образом обязательно привлечет в вашу жизнь изобилие, достаток и благополучие. Также выбирайте десерты, но десерты, обращаем ваше внимание, они должны быть такие легкие, воздушные, приятные, то есть это не должно быть что-то очень сложное. Извините, тяжелое именно для вашего желудка и для новогодней ночи. Далее, как же правильно украсить свой дом, чтобы привлечь изобилие, достаток и благополучие? Обращаем ваше внимание, что цветами следующего 2024 года является цвет зеленый, цвет красный, цвет желтый и золотистый, а также серебристые цвета. Эти цвета постарайтесь использовать в своей квартире или в своем доме. Вы можете украсить, вы можете добавить, например, прикупить что-то интересного, нового для своего декора в доме. Ну, например, какую-то красивую вазу в красном цвете или, например, купить живое растение, да, в горшке именно живое растение, которое поможет вам действительно привлечь изобилие, достаток и благополучие. Как вариант, вы можете купить, например, наволочки, покрывала или, например, самое простое наклеить, сделать что-то своими руками, какие-то поделки и наклеить по дому или на окно. Также обращаем ваше внимание, дракон любит комфорт, дракон любит удовольствие, поэтому обязательно, чтобы у вас везде как можно было больше подушек и, конечно же, пледы. Ну куда же без них в зимние вечера? Кроме того, обратите внимание, чтобы в вашем интерьере присутствовало золото и серебро. Например, повесьте на елку золотые серебряные шары. Но ни в коем случае ваши новогодние шары не должны быть матовыми. Только все должно быть яркое, светящееся. Это очень важно. Также переберите все новогодние игрушки. Если есть какие-то сколы, трещины, что-то разбито, поломалось, что-то порвалось, убирайте, потому что дракон такое не любит. Также обратите внимание, чтобы у вас на праздничном столе обязательно был символ 2024 года. Ну и, конечно же, уделите внимание этим же цветам, которые активируют мыслимые и немыслимые блага в вашей жизни. Также постарайтесь новогоднюю ночь встретить ночь и год при ярком свете. Если у вас есть дома гирлянды, обязательно зажигайте. И вы можете даже украсить окно. Обязательно прямо приглашайте Новый год в свою жизнь, особенно с курантами, с боем часов. Обязательно прямо зовите, прямо приглашайте, прямо наслаждайтесь и радуйтесь новому 2024 году. Это очень важно. Но обращаем ваше внимание, если вы любите свечи, то свечи, именно свечи ни в коем случае нельзя в эту новогоднюю ночь не зажигать, ни как-либо украшать. Ни новогодний стол не должно быть в декоре. Как вы знаете, 2024 год это у нас с вами год зеленого деревянного дракона, поэтому постарайтесь, чтобы у вас что-то было связано
связанное с деревом. Ну, например, если у вас есть деревянная посуда, обязательно попробуйте ней воспользоваться. Или, например, украсьте свой дом статуэтками из дерева, а на елку повесьте деревянные игрушки, которые вы сделаете своими руками. Помните о том, что все-таки дракон — это такое животное очень мудрое, оно любит изобилие, достаток, радость, удовольствие, поэтому и вы постарайтесь встретить этот новый 2024 год в радости, знаете, в таком вот легком состоянии. Даже если у вас есть проблемы, у вас есть какие-то неприятности, что-то у вас не получается, ваша задача этот Новый год встретить вот в максимальном удовольствии. А что же лучше всего надеть именно в новогоднюю ночь? Ну, конечно же, друзья, это все, что будет светиться, все, что будет блестеть. Не забывайте о том, что хорошо в вашей одежде будут цвета. Это красный, это зеленый, это желтый, серебристый. Возможно, даже использовать белый, потому что, как вы знаете, дракон — это животное, которое очень любит, чтобы все было ярко, сияло, и поэтому можно как вариант выбрать что-то с блесками и пайетками. Также обращаем ваше внимание, что год дракона, на вашей одежде не должно быть синего цвета, просто о нем забудьте. Давайте теперь немножечко поговорим о подарках. А что же подарить на год дракона? Ну, самый простой вариант, девочки и мальчики, это что? Это у нас деньги. Но помните, что мы не просто так дарим, а для этого вам понадобятся именно красные конверты. Будет здорово, если вы сделаете сами конверты, напишите что-то, какие-то пожелания и вложите денежку. Обязательно не забудьте заклеить. И пусть тот человек, который будет открывать, пусть себе представляет, он не просто открывает деньги, ваш подарок, но и тоже в этот момент привлекает все блага в свою жизнь. Также конверт вы можете купить, но опять же, все зависит от того, в каком вы регионе проживаете. Также очень хорошо подарить что-либо из дерева в новогоднюю ночь. Ну, например, это может быть корзины деревянные, сейчас очень красивые продаются, она собирается прям. Это могут быть подносы деревянные. Далее вы можете подарить, например, если мы говорим о детках, подарить им деревянные пазлы, например, фигурки из дерева. Также не забывайте, дарите символ 2024 года, это дракончика. Очень хорошо, если он будет и зеленый, да еще и в придачу деревянный. Но если вы умеете работать с деревом, обязательно сами своими руками сделайте такой подарок и сделайте своим родным и близким такой вот приятный презент. И также не забудьте, что, возможно, вы захотите подарить, например, живое растение. Это очень здорово, обязательно это сделайте, потому что все-таки растения — это символ жизни, это изобилие, достатка и благополучия. Также, как вариант, вы можете в эту новогоднюю ночь подарить то, что будет человеку помогать, окрылять его, например, тот же теплый плед. Сейчас, вы знаете, очень много красивых есть пледов, которые вы можете принести в дар. Также, что еще, друзья, можно подарить? Например, можно подарить книги, но не просто книги. Если вы знаете, что человек, например, увлекается кулинарией, сделайте такую вот, возможно, книгу-энциклопедию. То есть нужно не просто подарить книжку, лишь бы, чтобы она была, а она, чтобы была с какой-то значимостью. Возможно, вы подарите книгу-дневник, который человеку поможет реализовать свои мечты и желания. Потому что человек, когда он прописывает свои какие-то моменты в жизни, то, вы знаете, он откладывает в памяти, и он постоянно к этому моменту возвращается. Вот, друзья, мы основное хотели проговорить с вами касательно нового 2024 года. Мы, конечно, каждому хотим пожелать того, чтобы следующий 2024 год для вас прошел легко, удачно, благополучно, радостно, в мире. Конечно же, мы
мы с вами все меняемся, меняются обстоятельства, события, но главное, что, друзья, оставаться человеком, вне зависимости, вы человек с деньгами или просто простой смертным. Помните о том, что постарайтесь на протяжении всего 2024 года обращаться к высшим силам, к Богу, к ангелу своему хранителю, благодарить не забывайте. Помните о том, что когда вы благодарите, вы не просто благодарите высшие силы, а это возвращается вам в пятикратном даже размере. Главное, чтобы это было от чистого сердца. Друзья, вот такой вот важной ценной информацией мы хотели сегодня с вами поделиться. Большая ко всем просьба в комментариях давайте поздравим друг друга с новым 2024 годом. Поэтому напишите «Поздравляю с новым 2024 годом» и напишите то, что вы искренне желаете себе. Пусть оно будет и для других. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.